Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так. Его тайные мысли о вас прямо сейчас. И у нас будет три позиции. Раскладываю их перед вами вот таким вот образом. Надеюсь, что вам все видно. Загадывайте, пожалуйста, ваших мужчин. Так, конечно, у меня относительно экрана будет немножко кривовато все. Вы уж меня простите. Значит, загадывайте ваших мужчин, и начнем мы, как обычно, с сигнификации. Просигнифицируем самого мужчину, что он из себя представляет. Ну, а дальше посмотрим первое. Первое, да, как он относится к вам и к вашим отношениям вообще в целом. Да, то есть, кто вы в его жизни, что он планирует, как он вас видит вообще. Ну и, конечно, после этого посмотрим его тайные мысли о вас прямо сейчас. То есть, что он такого думает, да, о чем, возможно, не рассказывает вам, а может быть и самому себе. Итак, двоечки и троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Кто к нам пришел? За последнее время карта смерти до такой степени часто стала посещать мои расклады, что я, несмотря на то, что я постоянно прошу вас, девчонки, не надо загадывать мертвых людей, не надо смотреть, что о вас там думают, находясь в тонком плане и так далее. Тем не менее, у меня такое ощущение, что кто-то упорно ходит и смотрит на ушедших уже людей. А может быть, вы не знаете, да, о том, что с человеком не все хорошо. Итак, ладно, читаю всегда как о живом человеке. Имейте это в виду. Так, что? Так, смотрю, что все записывалось у меня. Угу, вроде пишется. Итак, что можно сказать о мужчине, который пришел? Пентаклевый король в девятке пентаклей. Мужчина состоятельный, мужчина, у которого есть что-то, что мы все называем жизненным фундаментом, да, то есть это дом, хорошая работа стабильная и, конечно же, семья. Мужчина, который разбогател по девятке пентаклей, да, или имеет благосостояние в девятке пентаклей, очень часто проигрывается как человек, который женился на деньгах. Тут у человека есть семья, но, возможно, эта семья была организована по некому сговору, контракту, да, между семьями. То есть здесь мужчина очень выгодно женился. Или он сам нашел себе богатую невесту, да, на которой достаточно выгодно женился. Значит, при том, что у него есть жена, да, есть деньги, и в целом вот все, что связано с его семьей, наполнено финансовым благополучием вот до краев. До краев. Дети все обеспечены, обучены и где-то, возможно, там по заграницам устроены. Да? Вот. Жена имеет хорошие драгоценности, в общем-то, прекрасный дом и, может быть, даже людей, которые прислуживают и так далее, потому что здесь вообще показано очень высокое благосостояние. Но при этом мужчина, да, которого мы рассматриваем, ищет себе не то чтобы удовольствие, да, на стороне, хотя может быть и так, он ищет себе женщину, которая бы наполняла его эмоции. То есть, когда с финансами все хорошо, да, а эмоциональной связи с женой не присутствует, нет этой эмоциональной связи. Он ищет себе женщину для эмоций, для любви, для секса, для того, чтобы получать что-то, что недополучено в семье. Вот, значит, в отношениях с той самой женщиной
Он может быть кубковым королем, мягким, эмоциональным, писать посреди ночи и, допустим, там утром доброе утро, вечером добрый вечер и так далее. Написывать по любому возможному поводу и так далее, дарить какие-то приятные мелочи, ни с того ни с сего прислать вам цветы, например, да, с каким-то приятным словом и так далее. Вот. А вот со своей женой он такой, знаете, стабильный, суховатый, пентаклевый король, который говорит своей жене только, ну, со своей женой, да, только о детях, только о делах, только о каких-то вложениях и о каких-то деньгах. Ну и о быте. Вот так вот можно сказать. То есть он разный. Хорошо, давайте смотреть, как этот человек видит вас, что думает вообще о ваших отношениях. Вы можете быть человеком из прошлого для него, то есть какой-то женщиной, с которой в прошлом были отношения, вот сейчас и снова встретились, да, как бы или он проявился, или это была какая-то случайность, ваша встреча. И он в целом, да, воспринимает вас так же, как когда-то в прошлом. Понимаете? То есть у него остался какой-то отпечаток о вас, и он этот отпечаток немножечко так идеализировал, да, поставил на какой-то пьедестал, и он помнит ту девушку, ту девочку, которая была когда-то. Он считает, что вот тогда, да, когда вы были, может быть, моложе, да, и были вместе, была какая-то идеальная история с вами, и вы были тоже вот вся идеальная. Значит, кто вы для него сейчас? Человек, который живет своей отдельной жизнью в девятке кубков. Он живет в девятке пентаклей, вы в девятке кубков. Ну, шикардосные карты в плане благосостояния. Только девятка кубков – это ведь еще и, знаете, такое состояние удовольствия от себя самой и от своей собственной жизни. Вот у него есть деньги, да, но он недоволен своей эмоциональной жизнью. Да? А вы в девятке кубков – вам комфортно в своей жизни, вам комфортно в тех деньгах, которые у вас есть, в тех отношениях, которые у вас есть, и вы ему это демонстрируете. И он воспринимает вас, вот знаете, первое, как женщину, которая была когда-то, да, слегка такая идеализированная персона. И вот эта женщина выросла, да, и теперь она живет какую-то свою лучшую жизнь. Ей нравится жить этой жизнью, да, ей комфортно жить этой жизнью, она никуда не торопится, она абсолютно счастлива, она считает, что, в принципе, как бы ее судьба сложилась очень положительно, она победитель по жизни. А вот он смотрит на вас слегка с завистью, потому что у него тоже вроде как все хорошо, но не хватает эмоций и не хватает удовольствия от жизни. Вроде как все есть, а удовольствия нет. Нет ни настроения, нет ни желания жить, да, ни каких-либо смыслов. Вот. И поэтому здесь такой вот комплекс восприятия вас. По сути, я не могу сказать, что между вами есть какие-то отношения. Скорее всего, есть общение. Вот оно возникло из этого прошлого. Есть общение, в котором вы, возможно, показываете свою жизнь, он показывает свою жизнь. И человек немножко вам завидует, да, что-то от вас хочет, но он еще сам не понимает, что. Если бы это была та девочка, да, которую он когда-то, возможно, любил, то, наверное, он хотел бы от нее эмоций и любви. Но вы выросли и стали совсем другой девочкой. Вы стали зрелой женщиной, которая, в общем-то, ни в чем не нуждается. Понимаете? И вот это его очень сильно смущает. Ощущение, что он относится к вам как к другу, как к своей возможной любви.
да, которая в прошлом была, вот сейчас она немножечко видоизменилась у него. Вот. Но пока у него нет какого-то определенного отношения к вам. Хорошо. Давайте посмотрим его тайные мысли о вас прямо сейчас. Мгм. Ну, все-таки влюбленный. Это влюбленный человек, конечно. Я даже скажу вам, что вы сегодняшняя ему тоже очень сильно нравитесь. То есть была какая-то влюбленность, то ли детская, то ли подростковая, а сейчас, я бы сказала, человек испытывает более зрелые чувства к вам сегодняшней. Ну, вы для него звезда. Вы далекая, недоступная женщина, которая, в общем, не собирается вступать с ним в какие-то отношения. Что он думает, да, его тайные мысли о вас прямо сейчас? Вы холодны, но своей холодностью, своей независимостью вы его очень сильно к себе привязываете. То есть каждый раз говоря о том, как вы прекрасно живете в вашей собственной жизни или в вашей семье, если вы тоже замужем, да, тем самым вы его только заставляете больше думать о себе, да, становиться более зависимым от вас. Это не отпугивает человека. И он не думает о том, что ну все, раз она так счастлива, да, ну пошел-ка я, в общем, поищу кого-то другого. Нет. Ощущение, что чем вы больше отдаляете его от себя, тем больше он погружается в ваши отношения и в свое чувство к вам. Мы спрашиваем о мыслях, а он показывает чувства здесь. То есть человек, ну, во-первых, он очень много о вас думает, он за вами наблюдает где-то, он изучает вашу жизнь, правду ли вы говорите о том, как вам хорошо, или немножечко где-то, да, привираете. Этот человек анализирует какие-то ваши слова, сопоставляет, пытается поймать вас на лжи. И можно сказать, да, что он думает о вас постоянно. Проснулся, вы возникли у него в голове. Ложится спать, опять идет вот этот анализ, 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 анализ. Вот. И очень много туз кубков, король кубков. Здесь, конечно, мужчина очень хотел бы, чтобы вы его любили. Он думает о своей любви к вам, но с позиции того, ну почему она стала другой, да, почему она не дает мне тех эмоций, которые давала когда-то. Почему она перестала быть мягкой, кубковой королевой? Почему она стала такой значимой для себя самой звездой? Он воспринимает вас звездой. Вы для него красавица, вы для него умница, и вы для него, безусловно, очень-очень желанны. Если бы вы маякнули этому человеку о том, что, собственно говоря, вы там на что-то согласны, да, то я думаю, он принесся бы вообще там сквозь расстояние, сквозь невозможности, сквозь свою семью. И вот это и является его тайными мыслями о вас. Явно он вам демонстрирует дружбу, ну, такую ненавязчивую, да. Я тут появился, у меня все хорошо, у тебя как? Да, как там делишки у тебя? А вот тайна, здесь человек мечтает о большой и светлой любви. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Угу. Недоразведеныш пришел. Или в процессе развода находится человек, или человек какой-то, знаете, такой типа, у меня есть штамп в паспорте, но я не женат. Я живу где-то отдельно от своей семьи, просто, ну, не досуг дойти до ЗАГСа, да, или там зайти в кабинет госуслуг и послать заявление о том, что я хочу развестись. Какой-то такой недоразведенный мужчина. Угу.
Мужчина, который, вы знаете, интересную позицию занимает. А, Где-то он очень серьезный, очень такой, знаете, самодостаточный император, а где-то, ну, с кем-то, наверное, так можно сказать, он строит из себя дурачка. Мужчина, который в отношениях всегда будет стараться переложить на вас ответственность какую-то вообще за все. Ну, то есть он ответственность брать не собирается. По шуту дураку, то есть он ведет себя по шуту дураку. Это, допустим, предложение какого-то веселья, да, совместного. Давай пойдем в кафе, давай пойдем в кино, давай пойдем куда-то в гостиницу, да, порадуем друг друга. Но как только разговор заходит о каких-то чувствах, о продолжении, о том, чтобы строить отношения, да, в дальнейшем. Для чего мне с тобой идти гулять? Для чего мне с тобой идти в гостиницу, да? Спрашиваете вы. Человек начинает отмазываться, говорить какие-то шуточки, может быть, пропадать на какое-то время, да, а потом появляется вновь. И вот при всем при этом выглядит он как совершенно взрослый, зрелый мужчина, у которого есть деньги, у которого хорошая работа, но поведение у него как у подростка, который стремится лишь получать сливки, да, то есть получать лучшее от жизни, веселье, радость, легкость, без каких-то дополнительных вложений и отягощений. Значит, еще он может говорить о том, что он так устал от женского внимания. В общем, бабы постоянно липнут, что с ними делать я в принципе не знаю. Как бы я устал, я бы с удовольствием побыл в одиночестве. Ну вот куда деваться, да, липнут и штабелями выкладываются. Он может себя прям позиционировать как такой павлин, знаете, за которым все бегают, которому все себя предлагают. Но вот почему-то с вами, наверное, не срастается, да, а все остальные-то, они, конечно, готовы. Они готовы на все и на вся. Очень много женских энергий у человека. Как только вы его попросите о чем-то, ну, например, что-то реальное сделать для вас, он сразу заболеет, у него там отвалится хвост, нога, сломается машина, рухнет, я не знаю, крыша дома его, и что-то подобное случится, лишь бы не помогать. На словах он всегда балаболит о том, что он в любое время вообще прилетит и поможет, но как только разговор идет о чем-то серьезном, все, человек моментально слетает. Окей. Давайте посмотрим, кто вы для него, как он вас воспринимает. Потеря потерь. Вы, скорее всего, разбежались здесь с этим человеком, потому что здесь десятка мечей, блокирующая карта, в общем-то, справедливость говорят о том, что отношения ваши закончены. Может быть, кстати, он с вами разводится или только-только развелся, или что-то там в ваших процессах еще не до конца решено. Вот. Но здесь мужчина воспринимает вас как человека, с которым все закончилось, которого он потерял, с которым поставлены все точки. И он жертва ваших отношений. То есть он себя воспринимает как жертву, вашу жертву. Вас он воспринимает как манипулятора, который применил какие-то нечестные методы в его сторону, и он в чем-то очень сильно проиграл. Если вы действительно его бывшая жена или его жена, которая вот-вот станет бывшей, да, то он считает, что ваша борьба может быть за имущество, за алименты, еще за что-то, да, что это какая-то нечестная борьба, что вот он с вами жил честно очень сильно, а вы, может быть, наняли адвоката, и этот адвокат, собственно говоря,
какие-то денежки очень серьезные отрезает от большого пирога этого человека. Вот. Здесь, может быть, действительно между вами были серьезные отношения в виде брака. Если же это не так, если же это не так, да, то в любом случае вы здесь страшный манипулятор, который не брезгует ничем, который идет по головам для достижения своих целей. И у вас, ну, в общем, достаточно жесткий характер. Вы считаете, что вы правы во всем и всегда. Вот. И именно поэтому он стал жертвой ваших отношений. То есть между вами что-то произошло, и что-то привело к завершению эти отношения. Но мужчина воспринимает всю эту ситуацию с позиции того, что он не виноват. Его вины в этом нет, только ваша вина и ваши неверные жесткие решения, собственно говоря, здесь поставили точку. Хорошо. Давайте посмотрим его тайные мысли о вас прямо сейчас. Ну, прямо бывшая жена, слушайте. Даже думает о вас, как о бывшей жене. Ну, во-первых, по перевернутой луне он о вас думает постоянно. И для него это, ну, такие, знаете, навязчивые, неприятные мысли. Не те мысли, которые доставляют удовольствие, да, какие-то фантазии, или когда мы вспоминаем о хорошем, о каких-то хороших моментах, да, прожитых рядом с человеком. Наоборот, о плохом он думает. Понимаете, мысли, которые все время крутятся у него в голове насчет вас, доставляют ему неприятные ощущения. Понимаете, как будто человек злится на вас и очень хотел бы отпустить вообще всю эту ситуацию, хотел бы ее отрезать от себя. Но она как такая, знаете, жвачка, которая уже на солнце полежала и прилипает там к рукам, к зубам и так далее. Понимаете, все никак от него не отлипнет. Это очень неприятные, тягостные мысли. Вот, значит, что человек, ну, может быть, он это скрывает, да, потому что мы все-таки смотрим некие тайные мысли человека о вас. Поэтому, может быть, он скрывает именно то, что постоянно думает о вас. Вот, значит, что он думает о вас прямо сейчас? Моя бывшая императрица. Женщина, которую я очень сильно ревную до сих пор, но женщина, которая уже не является моей. Значит, этот человек за вами следит. Помимо того, что он думает о вас, он ищет информацию о вас. Может быть, знаете, я бы не стала думать, что эту информацию он ищет с какой-то любовной целью, да? Ощущение, что он хотел бы вас опорочить. Понимаете? И ищет информацию для того, чтобы принести ее куда-то в суд или отправить вашим знакомым или вашим работодателям. То есть это негативные намерения. Я не вижу здесь любви в вашу сторону, но я вижу какую-то безумную зависимость, от которой человек пытается отбрыкаться вот всеми руками и ногами, но у него никак не получается. Или вы бросили его, или ну, что-то пошло явно не по сценарию этого мужчины, потому что здесь задето эго очень сильно, задето самолюбие мужчины. И скорее, да, он хотел бы вам отомстить за что-то. Отомстить очень некрасивыми методами. Он, с одной стороны, сожалеет о том, что вы бывшая императрица. То есть у него боль в груди от этой мысли. Ему тяжело с ней свыкнуться, с этой мыслью. А с другой стороны, такая, знаете, вот детская злость, когда у ребенка забирают любимую игрушку или не покупают ему вкусную конфету, да, потому что ему нельзя. Вот ребенок начинает психовать. И вот здесь вот мужчина, он тоже психует от того, что вы
не даете ему того, что он хочет, от того, что не получается вас прогнуть. От этого идут очень-очень серьезные психи и обдумывание каких-то планов вместе, просто изощренных планов. Поэтому вы себя постарайтесь, вот как прослушаете, да, эту информацию, максимально обезопасить. Максимальная безопасность, потому что его намерения нам не до конца ясны, да, куда он эту информацию будет посылать. Но то, что он здесь задумал, что-то неприятное сделать, этот человек вполне может воплотить в жизнь. Ну вот как-то так, мои дорогие. Не совсем у нас здесь все про любовь. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки. Угу. Товарищ дьявол пожаловал к нам. О чем наш дьявол? Здесь скорее, понимаете, не о самом мужчине, а о ваших взаимоотношениях рассказывается. У вас какие-то запретные взаимоотношения. И, скорее всего, вы здесь не свободны. Мужчина может быть свободен. Знаете, карты показывают, что когда вы встретились, да, каждый из вас понял, что это не случайно. Да? Все-таки у нас здесь страшный суд, переворачивается, рядом дьявол. Это когда, знаете, людей понесло друг к другу, вот просто с невероятной скоростью, и они не могут логически остановить это. Идет сумасшедшее притяжение по дьяволу. Это и сексуальное притяжение, это и какое-то, я не скажу, что духовное, да, притяжение, но это притяжение сердца. Это когда больно. Вот больно от того, что человека нет рядом. Это когда хочется общаться, и ничего невозможно с этим поделать. Это произошло сразу же, как только вы встретились. Каждый из вас это почувствовал. Значит, понятное дело, что ваши отношения, ну, они в принципе невозможны. Да, то есть невозможно из них сделать что-то такое удобоваримое, семью, например, да, или такое длительное там, совместное проживание. Потому что вас показывают пентаклевой королевой в десятке пентаклей, это значит, что у вас есть семья, у вас так все хорошо. Вам, в принципе, этот мальчик, ну, он никуда не нужен. Скорее всего, это или случайно, да, получилось, что вот такая эмоциональная связь возникла, или, может быть, у вас, ну, как-то уже остыло внутри все к вашему мужу, да, и хотелось каких-то эмоций на стороне, и поэтому к вам притянулся такой молодой человек. Здесь просто показывает, что мужчина моложе вас, или же уровень его зрелости гораздо ниже вашей. Значит, мужчина, любитель поговорить, может быть, любитель выпить, да, может писать стихи, может петь какие-то песни, очень такой романтичный, значит, навешать на уши, да, в общем, это не мешки ворочать, поэтому здесь он у нас мастер-фломастер. В начале отношений всегда пригибают свое эго под женщину. То есть, когда вы только начинали общаться, он ставил вас на некий пьедестал всегда, говорил: ты самая уникальная, ты самая прекрасная, красивая, талантливая, умная, а я вот как бы здесь, ну вот просто поползаю в грязи, да, рядом с тобой, в тени твоего солнца, да, вот, значит, и, конечно, я думаю, что вы велись на подобные манипуляции человека. Это манипуляции для того, чтобы завладеть вниманием женщины. То есть он всегда это делает, чтобы женщина максимально погрузилась в зависимость от него. Вот, значит, что еще у нас говорится об этом человеке? Он очень не любит отказы.
Он очень не любит отказы. И если вы ему в чем-то отказали, то он мог затаить такую, знаете, глубокую обидушку внутри. Он не то чтобы уходит, хлопая дверью. То есть вы ему отказали, и он там ушел, хлопнув дверью. Нет, он так не делает. Он будет продолжать вас добиваться. Вы его в дверь, он в окно. Да, вы окно закрыли, он через дымоход прилез. Значит, но как только вы станете полностью зависимой от этого человека, он вам тут же вспомнит все. То есть здесь уже пойдет другая серия вашего кино, да, когда мужчина начинает вспоминать: ты меня тогда тыкнула, ты мне тогда отказала, поэтому я буду делать с тобой все то же самое, что ты делала со мной тогда, когда я пытался тебя добиться. Как-то так. Хорошо. Давайте посмотрим, кто вы для этого человека. Ну, вы здесь схлестнулись. У вас нашла коса на камень. На самом деле он воспринимает вас как свою пару. Но пару, да, в которой он должен был вас победить. То есть он должен был оказаться главнее, чем вы. У вас здесь был какой-то такой вопрос. Стоял, кто главный. В вашем общении мужчина всегда пытался вас подавить. И как-то, знаете, очень некрасивыми методами, некрасивыми шутками унизить ваше достоинство. Он это делал, как ему казалось, для того, чтобы получить власть над вами. А вы же очень разумно, мягко пытались уходить от этих уколов, понимаете? Может быть, здесь у вас уже прошел романтический период, да, и мужчина стал проявлять свою такую вот явную натуру человека достаточно давящего, деспотичного, и вы здесь пытались как-то, знаете, лавировать. То есть он говорит о том, что она могла бы быть моей парой. Если бы она приняла мое давление как должное, да, то есть вот если бы вы согласились с его поведением, с его давлением, смеялись бы над теми шутками, которые вас, например, унижают. Да, то есть здесь человек может шутить такими унижающими, некрасивыми шутками в вашу сторону насчет вашей внешности, вашего ума, еще и, допустим, прилюдно. Вот. И если бы вы это приняли и сказали бы: ой, ну ладно, господи, ну с кем не бывает, ну пошутил, да, ну смешно же, да, ничего, что надо мной, ничего, что при всех. А если бы вы это сделали, то вы были бы для него парой. Он говорит: если бы она приняла вот мою такую натуру, да, мы могли бы быть прекрасной парой с ней. Также этот человек считает, что он вас победил, да, завоевал, что вы его завоевание, которое почему-то решило сопротивляться. Ощущение такое, знаете, он вас завоевывал какое-то время, скорее всего, был сначала очень мягким, вот как раз таким, знаете, мужчина под женщиной, вот, потом наступил какой-то переломный момент, он понял, что вы зависимы от него, он начал показывать свое истинное лицо, как-то вас продавливать, знаете, немножечко приспускать с небес на землю, и тут вы воспротивились и сказали: слушай, пошел ты к херам собачьим, да, нафиг ты мне сдался такой, товарищ. Я любви ищу, я эмоции ищу, а не вот это вот все, что ты мне можешь предложить. Вот. И он был очень сильно удивлен на самом деле. То есть, когда вы пошли в это сопротивление, человек, он-то думал, что вы уже полностью у него в руках, что вы тепленькая, и делать с вами можно все, что угодно. Вот это ваше поведение его просто привело к растерянности. Вот.
А, Короче говоря, в целом его отношение к вам как к некой такой, знаете, дорогостоящей игрушке, за которую я уже заплатил, но она вдруг от меня или убежала, или упала, разбилась, да, и теперь я в растерянности. Как такое могло произойти? Ну, что-то в этом роде у нас. Хорошо. Давайте посмотрим. Его тайные мысли о вас прямо сейчас. Так, его тайные мысли о вас прямо сейчас. Ну, знаете, безусловно, здесь идет первая карта наблюдения, то есть человек хотел бы знать какие-то такие, знаете, интимные подробности вашей жизни. Здесь не такое наблюдение, допустим, через интернет или через знакомых, не наблюдение, когда человек узнает что-то о вас. Здесь он хотел бы узнать это от вас. Как бы было хорошо, если бы она сама рассказала мне какие-то интимные подробности своей жизни, думает человек. Вот так он думает. В целом, вот после одной этой карты идут все карты, говорящие о том, что он пытается оставить вас в прошлом. Понимаете, то есть мы рассматриваем, да, тайные мысли человека прямо сейчас. Но я бы сказала, что человек не думает о вас прямо сейчас. Прямо сейчас он думает или о ком-то другом, или о каких-то событиях в своей жизни. А вы остаетесь, вы знаете, ну, как бы в неких общих мыслях. Да? Женщина, которую я хотел бы забыть, потому что не получилось, потому что она сделала мне больно. Она вот прям дыру какую-то просверлила в моем самолюбии, понимаете? Вот, своим отказом или тем, что она вот как-то так неожиданно фертиль какой-то выкинула, ушла. Вот. И поэтому я не хочу о ней думать. Я стараюсь переключиться. Мысли о ней меня немножечко злят. Да, я начинаю беситься, я начинаю агрессировать в сторону окружающих людей. Вот. И если бы она вернулась, да, вот тогда бы я снова начала о ней думать. Ну, то есть здесь вот какая-то такая история, да. Прямо сейчас он о вас не думает. Но если бы вы ну, сделали какие-то шаги, да, к примирению, к возвращению в его жизнь, то вот тогда бы, ну, во-первых, он свернул бы вас в бараний рог, да, он бы уж придумал, как вам отомстить за свое самолюбие поруганное. Вот, значит, и тогда, как будто бы, знаете, по волшебству, по мановению волшебной палочки, я бы начала о ней думать. А сейчас, что мне о ней думать, да, она все равно в пятерке пентаклей. Мы все равно с ней не вместе, и вообще, может быть, никогда вместе не будем. Нафига мне тратить свои мысли на эту женщину и так далее. И вот тут вот одной мыслью среди всего вот этого вот, да, как бы неприятия, одной мыслью закрадывается такая вот интересная такая мыслишечка. Ну вот если бы она мне рассказывала про свою интимную жизнь, было бы очень интересно. Понимаете? Или про то, что у нее там дома происходит. Я не знаю, ну, какой именно интим имеется в виду, понимаете? Потому что все, что сокрыто от глаз людских, является личным, да, все это можно назвать интимом. Поэтому что именно он имеет в виду, здесь не совсем понятно. Вот. А по сути я вам хочу сказать, что вот этот вот товарищ, который кручу-верчу, обмануть хочу, ему кажется, что он крутит женщинами, ему кажется, что он такой весь умный, популярный, знает
за какие ниточки потянуть, да, на какие педальки надавить. На самом деле это крайне одинокий человек, потому что здесь такой токсичный отшельник у нас сидит, когда человек от одиночества, от непонимания окружающих, от того, что он не может настоящую пару себе найти, он воет на Луну буквально. Понимаете, но он не понимает одного. Дело в нем, в его методах, в его желании манипулировать, в его желании продавливать свою партнершу. Да? Для него партнерша сначала является идолом, да, а потом является жертвой. И вот как только он эту схему поймет, возможно, он не будет таким одиноким. Здесь человек, знаете, не очень порядочный и злой. Злится на себя, но ему кажется, что вы виноваты во всем. Ну, вот такие вот мысли, девочки, сегодня получились. И вот такой получился сегодня разбор. Благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!